Смысл жизни в ее бессмысленности. Само словосочетание «смысл жизни» предполагает, что по умолчанию существует уже некий смысл жизни, так как если мы говорим про нахождение смысла жизни уже в ее процессе, то это осмысленность жизни, но не ее смысл, ведь если говорить о смысле жизни как таковой, то он абсолютно неуместен, так как человек уже живет независимо от того, как он трактует этот смысл. Глобальный смысл жизни. Если же мы говорим о глобальном смысле жизни, то он неотделим от самой жизни, как вода неотделима от направления течения реки. То есть река — это не просто вода, но и направление, в котором она течет. То есть жизнь — это есть процесс, и нельзя просто сказать, в чем ее смысл, убрав из нее какой-либо из компонентов, потому как она и есть эта совокупность компонентов, которую нельзя трактовать как некий определенный смысл, отдельный от нее самой. Сознательно смысл жизни можно определить только в ее бессмысленности, потому как определение его в какой-либо конкретной формулировке будет лишь означать лишь осмысленность некоего сознательного процесса, осуществляемого тем, кто эту формулировку делает и кто сам осуществляет это действие. Человек под смыслом жизни понимает нечто рационально сформулированное. Человек под смыслом жизни понимает нечто рационально сформулированное, определенное, что делало бы жизнь в его глазах целесообразной ради этого смысла. Будь-то бы, если этого рационально сформулированного смысла не было бы, то и смысла жизни не имело бы. Но рационально сформулированный смысл — это всего лишь представление, отделенное от процесса жизни, но не сама жизнь. Следовательно, человеку требуется постоянное подтверждение этого представления о смысле жизни, что не может не выносить его из самого процесса жизни, потому как рационально сформулированное представление о смысле жизни само по себе сводится к какому-либо ограниченному спектру представления о процессе жизни, но не является самой жизнью. Смысл жизни может быть только в ее бессмысленности. Рационально сформулированный смысл жизни может заключаться только в ее бессмысленности, потому что рациональное не может объять всю жизнь, а лишь отдельный элемент ее, и оно не является самой жизнью. Рационально сформулированный смысл — это всего лишь временная сознательная опора для человека, подразумевающая рано или поздно ее пересмотр, так как сама жизнь никогда не стоит на месте, а постоянно находится в движении. На самом деле, бессмысленность жизни — это и есть та опора, осознав которую как раз-таки и может быть обретен смысл. Но в данном случае стремление к обретению смысла не является целью, а всего лишь следствием этого сознания. Что такое сама жизнь? Вопрос о смысле жизни исчезает только после того, как ты становишься самой жизнью, потому как если ты рассматриваешь жизнь сквозь призму деления ее на значительное и незначительное, ты находишься в зависимости от значительного, которое в твоем восприятии претендует на функцию смысла жизни. Но даже если это фиксируется в сознании как смысл жизни или его элемент, ее элемент, значит, ему придается значение, а если есть значение, значит это неминуемо ведет к боязни его потерять. Стремление к просветлению как к смыслу жизни.
Представители буддизма, например, говорят про какое-то просветление, случающееся в определенный момент, как будто бы все, что происходит до просветления, не имеет особого смысла. То есть человек в случае веры в идею просветления будто бы живет несуществующим будущим, потому как думает, что именно просветление это главное, а не сам процесс жизни. То есть он находится как бы не в процессе жизни, а в процессе стремления к обретению просветления как смысла жизни. То есть в данном случае человек думает о просветлении, но сам момент жизни рассматривает всего лишь как путь к обретению просветления, но не как то, с чем он взаимодействует напрямую. Ведь любой человек живет только в настоящем моменте времени, но не вчера, не завтра и не послезавтра. Поэтому перспектива просветления тоже кажется сомнительным смыслом жизни, так как стремление к нему исключает значение самого момента жизни. Смысл жизни в атрибутах? Кто-то стремится всю жизнь к обретению атрибутов жизни, домов, квартир, машин и так далее. Я не хочу сказать, что это плохо или хорошо, так как человек на какое-то время обретает чувство осмысленности своих действий, необходимых для обретения вещей. Но любая вещь нужна всего лишь для выполнения определенной функции, за исключением тех случаев, когда функцией является как раз-таки владение этой вещью. Для человека же вещи могут выполнять функцию смысла жизни. Хотя он не рождался с вещами, также без вещей он и умрет, и он не утащит их с собой на тот свет. Единственное, что остается уникальным, это момент его жизни, которым он никогда не жил, а пытался миновать его стремлением ко всяким просветлениям, стремлением к обретению вещей и так далее. То есть атрибуты это не есть смысл жизни, а всего лишь то, что является составной ее частью. Составной частью повседневной жизни, я имею в виду. Смысл жизни это ощущение. Смысл жизни это всего лишь ощущение, которое не может быть отделено от настоящего момента, потому как в противном случае это осмысленность, которая делает целесообразным то или иное действие, потому как оно предполагает результат в будущем. А отношение к настоящему моменту обусловлено стремлением к результату в будущем.